Когда-то давно я уже играл в первую часть Borderlands. Помню, как в свое время меня зацепила ее необычная стилистика, юмор и тона лута. Но тогда я так и не прошел игру до конца. И вот в 2025 году я решил вернуться к Borderlands GOTY Edition, чтобы наконец закрыть этот гештальт, пройти игру полностью и посмотреть, как она ощущается сегодня. С первых же минут мне стало понятно. Borderlands до сих пор цепляет своим геймплеем. Все это безумие Пандоры, бешеные перестрелки и охота за редкими пушками ощущаются удивительно бодро, словно время для игры почти остановилось. Но больше всего меня поразило другое. Механики, которые когда-то казались свежими и необычными, все еще отлично работают. Они дарят чувство драйва и азарта быть лучшим. Так что теперь у меня вопрос. Насколько хорошо первая борда прошла проверку временем? Давайте разберемся в этом. Разработка первой части началась в середине 2005 года, когда студия Gearbox Software, известная на тот момент в основном благодаря своим работам над дополнением к Half-Life, решила создать что-то свое оригинальное. Изначально Borderlands задумывалась как довольно серьезная, мрачная, постапокалиптическая игра, вдохновленная фильмами вроде «Безумного Макса». Концепт-арты первых версий были намного темнее и реалистичнее, чем тот узнаваемый стиль, который мы видим сейчас. Разработка шла тяжело. Gearbox долго не могли найти баланс между элементами шутера и РПГ. Шутеры в те годы были простыми и прямолинейными, а РПГ требовали сложных систем прокачки и лута. Был риск, что в попытке совместить два жанра игра расползется в стороны и не найдет своей аудитории. Но разработчики еще никогда так не ошибались, и игра стала хитом. Настоящий поворотный момент случился примерно за 1,5 года до выхода игры, когда кто-то внутри команды предложил кардинально изменить визуальный стиль на более мультяшный, с яркой цветовой палитрой и эффектом рисованной графики. Borderlands обрела свой уникальный визуальный почерк, благодаря которому мгновенно выделилась среди серых и унылых постапокалиптических игр того времени. Но и после этого трудности не закончились. Gearbox пришлось заново перерабатывать огромные объемы контента, чтобы он соответствовал новому стилю. При этом издатель 2K Games уже начал маркетинговую кампанию, при этом используя старые материалы, что привело к путанице и недопониманию среди игроков. В итоге, после нескольких переносов и переработок, Borderlands вышла в октябре 2009 года и оказалась настоящим хитом. Комбинация увлекательной стрельбы, поиска лута, кооперативного режима на 4 и яркого юмора сделала игру чем-то действительно новым для рынка. Именно благодаря успеху первой части в будущем появилась целая серия, которая до сих пор остается одной из самых узнаваемых в жанре лутер-шутеров. Основная формула геймплея борды в свое время стала настоящим хитом. На первый взгляд это обычный шутер от первого лица. Но очень быстро становится понятно, что перед нами не просто тир с элементами РПГ, а полноценный гибрид жанров, где обе составляющие работают на равных. И вот самое главное после перестрелок – это лут. Огромное количество разнообразного оружия, собранного по системе процедурной генерации, стало одной из фишек игры. Разные типы стволов, уникальные эффекты и редкость оружия. Все это превращает обычную зачистку локаций в настоящую охоту за сокровищами. Ты никогда не знаешь, выпадет ли тебе из следующего противника какая-нибудь редкая пушка с кислотными патронами. Или дробовик, стреляющий как пулемет. И этот азарт, это предвкушение. А что же там за поворотом? Цепляет невероятно сильно даже сегодня.
Ну а если уже говорить о самой версии игры, то я играл именно в GOTY Edition, где дополнительно подтянули удобство управления инвентарем, переработали баланс некоторых пушек, улучшили интерфейс и играть стало еще приятней уже в такую немолодую игру. Особенно прочувствовать это можно в динамике игры, где старые шероховатости, которые были в оригинале 2009 года, здесь подлатали. Еще одна важная часть игры – это персонажи. На выбор дается 4 героя. Каждый со своей уникальной специализацией и личными навыками. Кто-то больше ориентирован на поддержку, кто-то на нанесение урона, кто-то даже на скрытность. И хотя сегодня RPG элементы прокачки могут показаться простоватыми, но для своего времени это было свежо. Собирать различные билды под свой стиль игры было действительно интересным занятием. Особенно, когда тебе выпала какая-то огненная пушка, а ты только что как раз вкачал повышенный урон именно под эту специализацию стихийного урона. К тому же кооперативный режим на 4 игроков превращал ваше прохождение в настоящий праздник лета, где на локациях можно было наблюдать различные салюты и яркие вспышки от ваших перестрелок с психами и другими противниками этой замечательной игры. После чего лут сыпался, враги валились пачками, а навыки персонажей прокачивались и отлично дополняли друг друга. И даже сейчас, в 2025 году, найти пару друзей и пройти игру вместе будет отдельным удовольствием. А вот из нововведений в GOTY издании стоит отметить и сразу встроенные все 4 дополнения, каждая из которых добавляет отдельную сюжетную линию, новые зоны, врагов и еще больше безумного оружия. Так что контента здесь под завязку. Но, конечно, чувствуется, что некоторые механики местами устарели. Квесты быстро становятся однообразными, враги иногда туповаты и полагаются на задавливание толпой, а перки могли бы быть интереснее и разнообразнее. Однако, благодаря своей высокой динамике сражений, постоянной охоте за лутом, фирменному юмору и крайне быстрому прохождению, игра умудряется не провалиться в рутину надоедливого и однообразного геймплея. Сюжет в первой Borderlands никогда не был ее главной движущей силой, особенно на фоне современных игр с акцентом на кинематографичность. Но в рамках своего жанра он работает на удивление хорошо. Мы оказываемся на планете Пандора, диком беспощадном месте, где каждый сам за себя. Впрочем, для игр, в котором есть постапокалипсис, ничего необычного. Главная цель игры – найти таинственное хранилище, в котором, по слухам, спрятаны несметные сокровища, технологий и могущества. И это настолько известная байка, что этим мифом одержимы все. Бандиты, корпорации, ученые и, конечно же, главные герои. Структура подачи истории в Borderlands нарочито легкая и ироничная. Персонажи, которых мы встречаем, зачастую абсурдные, карикатурные, но обаятельные. В каждой реплике, в каждом квесте чувствуется тот самый фирменный юмор Gearbox, который позже станет визитной карточкой всей серии. А вот что касается изменений в GOTY Edition, то глобальный сюжет остался тем же. Однако теперь весь дополнительный контент – это 4 крупных DLC, которые встроены в базовую игру. Именно они раскрывают больше подробностей мира Пандоры, добавляют новых колоритных персонажей и чуть глубже раскрывают тему вечной погони за богатствами и властью. Но несмотря на довольно простую канву основного сюжета, мир игры работает как живой. Он хаотичный, дикий, полный странных историй и опасностей. Именно эта атмосфера всеобщего безумия делает его таким запоминающимся среди похожих проектов. Конечно, если сравнивать с более поздними частями серии, первая Борда выглядит скромнее по части развития персонажей и поворотов сюжета. Но в 2025 году эта история все еще ощущается увлекательной, потому что она не пытается быть чем-то, чем она не является. Это легкое приключение на опасной планете, полное странных встреч, стрельбы и поиска несбыточных мечт.
Одним из главных козырей Borderlands всегда была ее неповторимая атмосфера. Мир здесь сочетает в себе безумие постапокалипсиса и дикого фронтира. Ржавые лагеря бандитов, полуразваленные научные станции, пустынные каньоны и бескрайние пустоши. Все это формирует ощущение беспросветной, но странно живой безнадеги. При этом в Borderlands практически нет привычной для подобных сеттингов тяжелой мрачности. Вместо этого царит безбашенное сумасшествие. Нелепые враги, абсурдные здания и черный юмор превращают даже самую жестокую зачистку в почти карикатурное веселье. Все это подано через характерный для серии визуальный стиль, который делает игру узнаваемой с одного взгляда и помогает ей отлично сохраняться внешне даже спустя много лет. А вот переиздание GOTY Edition еще сильнее подчеркивает эту эстетику. Улучшенное освещение, более четкие текстуры, поддержка высокого разрешения. И мир Пандоры стал еще более детализированным и ярким. Теперь видно, насколько продуманно были выстроены локации. Каждая база, каждая деревня бандитов передает ощущение обитателей. А звуковое сопровождение тоже не осталось в стороне и работает на атмосферу. Легкий электронный саундтрек перемешивается с роковыми рифами и гитарными запилами в моменты сражений, а окружение полнится скрипами, рычанием местных тварей и перешептыванием бандитов. Именно поэтому Пандора ощущается живой и опасной. GOTY издание первой борды в 2025 году – это отличный способ вспомнить, с чего все начиналось. Игра все еще ощущается бодрой благодаря своему стилю, харизматичной атмосфере и увлекательному геймплею. Конечно, видно, что проекту уже много лет. Сюжет подается проще, чем в современных играх, а структура зданий местами кажется устаревшей. Но все это с лихвой компенсируется обаянием мира Пандоры, безумным юмором и затягивающим лутер-шутерным циклом. Обновленная версия освежает впечатление за счет улучшенной графики и встроенных дополнений. Так что возвращаться в нее даже в наше время приятно и весело. Особенно если играть в кооперативе с друзьями, где весь хаос и шутки раскрываются на полную катушку. Borderlands – это не просто старый шутер с элементами RPG. Это целая эпоха, которая заложила фундамент для целого жанра. И пусть первая часть уступает по масштабам и амбициям своим продолжениям, ее вклад в игровую индустрию сложно переоценить. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, как вам первая борда и какие впечатления с воспоминаниями остались у вас от этой игры. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры, на канале Reviews Video Games.